Новогодний штурм. По всей вероятности, план взятия Грозного основывался на опыте таких относительно малокровных по сравнению с последующим штурмом Грозного операций по наведению конституционного порядка, как ввод войск в Алма-Ату, Тбилиси, Фергану, Баку, Ош, Вильнюс, Москву. Перед входом в город частями были получены наставления. Запрещалось занимать здания, кроме административных, ломать лавочки, мусорки и прочие объекты жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры. У встреченных людей с оружием проверять документы, оружие изымать, стрелять только в крайнем случае. По-видимому, вся операция строилась на уверенности, что сопротивления не будет. По мнению генерала Трэшева, 131-я бригада оказалась на вокзале случайно. Сводный отряд бригады проскочил нужный перекресток, заблудился и в конце концов вышел к ЖД вокзалу. Однако эти выводы не подтверждаются фактами. На самом деле полковник Савин в точности выполнил задачу командования. По мнению генерала Рохлина, приказ о занятии ЖД вокзала Савин получил из Моздока от нач. Штаба ОВК генерала Шевцова, хотя Шевцов это впоследствии отрицал. Герой России, командир 131-й мотострелковой бригады И. Савин. Относительно задач 81-го полка есть свидетельство командира приданой полку танковой роты И. Вичканова. Командир полка дает команду «Вперед». Я уточнил, куда вперед. Задача дня выполнена. Пехоты для прикрытия танков нет. Он говорит: «Каток, это приказ Куликовского. Пойми правильно, идти вам на вокзал». Пока 81-й полк шел к площади Орджоникидзе, их стала обгонять техника 131-й бригады. В итоге к вокзалу почти одновременно вышли и полк, и бригада, где полк занял товарную станцию, а первый батальон бригады – вокзал. Второй откатился на товарную станцию после того, как подвергся нападению боевиков. По одним сведениям, батальоны 81-го МСП и 131-й АМСБ, став колоннами вдоль улиц УЖД, вокзала и президентского дворца Дудаева, не позаботившись об организации обороны и рассредоточении подразделений, не укрыв технику и не выставив блокпосты по маршруту движения, не ведя разведки, они позволили боевикам скрытно сосредоточить туда ударную группировку численностью до 3,5 тысячи боевиков, 50 и орудий, и танков, 300 гранатометов и с наступлением темноты внезапно атаковать. По другим свидетельствам, 3-я МСР стала фронтом к Железке, рассредоточившись и заняв оборону. На перроне стояло всего один БМП, остальные рядом с перроном, но укрыты или за ларьками, или за зданиями. То есть технику укрыли, как могли. Бой начался около 19 часов и продолжался всю ночь на 1 января. Часть техники была сожжена, часть повреждена, но сражалась, пока были боеприпасы. Потери на этот момент были небольшими. Но ситуация резко ухудшалась потому, что другие части группировки Запад и Восток свои задачи не выполнили. Соседи же, подгоняемые сидящими в далеком Моздоке начальниками, запрудили улицы бронетехникой, которой было не развернуться на узких улицах города. А из подвалов и окон близлежащих домов опытные бойцы Дудаева уже ловили в прицелы гранатометов борта танков, рассматривали в мощные оптические прицелы импортных снайперских винтовок лица солдат и офицеров. Наступили сумерки, и боевики нажали на спусковые крючки. Их гранатометчики в упор расстреливали бронетехнику. Минометы осыпали войска градом мин, танки били прямой наводкой.